Процесс производства начинается с высокоточной сборки внутренних электронных компонентов. Автоматизированное оборудование на заводе обеспечивает прецизионное размещение миниатюрных элементов на печатных платах. Это критически важный этап для функциональности устройства, требующий микронной точности и контроля качества. Перед нами обзор ключевых аспектов iPhone, устройства, ставшего неотъемлемой частью современной жизни. Он сочетает в себе передовые технологии и интуитивно понятный интерфейс. Рассмотрим его конструкцию и производственные особенности, которые обеспечивают его надежность и производительность. Камера iPhone демонстрирует выдающиеся возможности для мобильной фотографии. Оптическая система обеспечивает высокое качество изображений, даже в сложных условиях освещения. Алгоритмы обработки изображений оптимизируют детализацию и цветопередачу. Это делает устройство универсальным инструментом для запечатления моментов. Производство iPhone начинается с добычи сырья. На карьерах проводятся контролируемые взрывные работы для разрушения горных пород. Это облегчает дальнейшую экстракцию ценных минералов и металлов, необходимых для создания компонентов устройства. Процесс сопровождается образованием пыли и обломков. Извлеченная порода поступает в дробильные установки для измельчения. Крупные фрагменты преобразуются в мелкий материал, пригодный для дальнейшей обработки. Затем конвейерные ленты транспортируют этот обработанный материал для последующих этапов очистки и выделения необходимых элементов. Металлы, такие как алюминий, плавят до жидкого состояния. Расплавленный металл затем заливается в специальные формы. Этот процесс литья позволяет создавать заготовки определенной конфигурации, которые станут основой для корпусных элементов iPhone. Рабочие соблюдают строгие меры безопасности. После литья металлические заготовки подвергаются горячей прокатке. Мощное оборудование раскатывает и выравнивает листы металла до требуемой толщины. Затем эти листы сворачиваются в большие рулоны, готовые к дальнейшей механической обработке и формированию деталей корпуса. Автоматизированные станки выполняют прецизионную резку и формовку металлических компонентов. Методы штамповки и лазерной резки используются для создания мелких деталей. Эти компоненты предназначены для внутренней структуры устройства или его функциональных кнопок, обеспечивая точное соответствие спецификациям. На сборочной линии рабочие вручную инспектируют и обрабатывают рамки iPhone. Этот этап включает проверку качества поверхности и геометрии. Ручной контроль дополняет автоматизированные проверки, гарантируя отсутствие дефектов перед переходом к следующей стадии сборки. В условиях чистых помещений роботизированные манипуляторы выполняют финальную сборку внутренних компонентов. Они устанавливают элементы и наносят термопасту или адгезивные составы. Это обеспечивает оптимальное теплоотведение и надежное крепление, критически важное для долговечности устройства. Автоматизированное оборудование выполняет прецизионную обработку и тщательную очистку мелких электронных компонентов. Детали проходят многоступенчатую обработку в специализированных жидкостных ваннах для удаления загрязнений. После завершения автоматизированного цикла квалифицированный оператор проводит визуальный контроль качества готовых компонентов. Это обеспечивает соответствие продукции заданным техническим стандартам. Промышленные печатные прессы осуществляют высокоскоростную печать. Они подают листы материала, нанося на них необходимые дизайны.
Эта технология используется для создания упаковки или внутренних этикеток. Процесс обеспечивает точное воспроизведение графических элементов. В условиях чистой комнаты автоматизированное оборудование точно размещает миниатюрные компоненты. Размещение происходит на подложках или кремниевых пластинах. Применяются передовые оптические системы для обеспечения микронной точности. Это критически важно для производства микроэлектроники. Специализированный аппарат проводит испытания аккумуляторных блоков. Он проверяет их прочность и целостность путем контролируемого давления. Такие тесты гарантируют безопасность эксплуатации и высокую производительность. Это важный этап контроля качества. Готовые устройства iPhone транспортируются по конвейерной ленте. Это свидетельствует о завершающих этапах производственного цикла. Продукция движется к упаковке или дальнейшей логистике. Каждый аппарат соответствует строгим стандартам качества. Компоненты смартфонов погружаются в жидкостные ванны для очистки или химической обработки. Процесс включает интенсивное перемешивание для равномерного воздействия. Затем проводится испытание на водонепроницаемость с использованием водяных струй. Это обеспечивает надежность и долговечность устройств. Автоматизированное оборудование осуществляет высокоточную резку и формовку тонких, гибких материалов. Эти материалы могут использоваться для защитных пленок экранов или внутренних компонентов. Процесс гарантирует идеальное соответствие заданным размерам. Это минимизирует отходы и повышает эффективность производства. Квалифицированный специалист в защитных перчатках использует специализированный инструмент для контроля. Он проводит комплексное тестирование или точную калибровку смартфона. Это обеспечивает полную функциональность устройства и его соответствие техническим спецификациям перед выпуском. Каждый этап контроля качества строго регламентирован для максимальной надежности. Автоматизированное оборудование выполняет множество операций с печатными платами. Включается оптический контроль под цветным освещением для выявления дефектов. Затем проводится электрическое тестирование с использованием множества зондов. Это гарантирует корректную работу всех электронных компонентов. Роботизированные манипуляторы и автоматизированное оборудование синхронно работают. Они осуществляют сборку и тестирование печатных плат. Это демонстрирует сложный, многоступенчатый автоматизированный процесс. Высокая степень автоматизации обеспечивает скорость и точность производства. Анимированная графика наглядно демонстрирует внутреннюю функциональность микрочипа, подсвечивая его активность. Затем роботизированная рука точно распыляет специализированное вещество на компонент. Это может быть процесс финишной очистки или нанесения защитного покрытия. Такие операции значительно повышают долговечность и общую производительность конечного изделия. Работник в защитных перчатках осуществляет ручную сборку и подключение мелких компонентов внутри корпуса смартфона. Этот этап требует высокой точности и внимания к деталям. Он обеспечивает корректное соединение всех внутренних элементов устройства. Такая кропотливая работа критически важна для функциональности и надежности конечного продукта. Смартфон помещается на вращающуюся платформу внутри испытательной камеры. Устройство подвергается воздействию струй воды из нескольких форсунок. Это имитирует условия дождя или интенсивного водного воздействия. Тестирование подтверждает герметичность корпуса и соответствие стандартам водонепроницаемости. Роботизированная рука осуществляет высокоточное размещение мелких электронных компонентов на печатной плате. После этого демонстрируется сложный механизм подачи и сбоки. Это автоматизированное оборудование обеспечивает точность монтажа. Оно значительно ускоряет процесс производства электронных модулей.
Роботизированный пресс или манипулятор точно позиционирует и устанавливает компоненты. Операция выполняется на движущейся конвейерной ленте. Это обеспечивает аккуратную подгонку и надежное соединение деталей. Автоматизированная сборка гарантирует высокую повторяемость и качество продукта. Проводится серия испытаний на падение. Смартфон намеренно роняют со значительной высоты. Это имитирует экстремальные сценарии реального использования. Тесты включают падение с моста и по длинной лестнице. Цель – оценить структурную целостность и ударопрочность. Несколько смартфонов погружаются в резервуар с водой. Устройства подвергаются воздействию мощных струй воды снизу. Это имитирует высокое гидростатическое давление. Тестирование проверяет водонепроницаемость корпуса в экстремальных условиях. Оно подтверждает защиту от проникновения влаги. Функционирующий смартфон, отображающий веб-страницу, погружается в прозрачный резервуар с водой. Специальный механизм удерживает его под давлением. Это позволяет оценить работоспособность устройства под водой. Проверяется отклик сенсорного экрана и функциональность. На складе осуществляется управление логистическими операциями. Рабочие и погрузчики перемещают грузы. Автоматизированная машина упаковывает палеты с коробками в защитную пленку. Затем палета перемещается на конвейер. Это обеспечивает эффективную подготовку продукции к отгрузке. Рабочие контролируют крупногабаритные машины для литья под давлением. На этом этапе происходит производство пластиковых корпусов для телефонов. Процесс обеспечивает высокую точность и прочность изделий. Это ключевой этап создания защитных компонентов устройства. Демонстрируется бункер-сушилка с подключенными трубопроводами для подготовки полимерного сырья. Затем показан внутренний механизм термопласта автомата. Нагретый цилиндр и шнек обеспечивают плавление гранул. Расплавленный материал под давлением впрыскивается в форму. Роботизированная рука быстро извлекает готовый корпус телефона из инжекционной формы. Затем изделие аккуратно помещается на конвейерную ленту. Этот процесс обеспечивает высокую скорость производства. Автоматизация минимизирует риски повреждения деталей. Работник вручную дорабатывает края корпуса телефона, обеспечивая идеальную гладкость. Затем телефон с прозрачным чехлом устанавливается в специализированный шаблон для печати. Это гарантирует точное позиционирование изображения. Процесс подготовки к персонализации завершен. На производстве осуществляется финишная обработка защитных чехлов. Изделия с нанесенным принтом размещаются на сушильной стойке для полимеризации покрытия. Затем готовый чехол устанавливается на смартфон, обеспечивая плотное прилегание и защиту. Прозрачный материал демонстрирует оригинальный дизайн устройства, дополняя его функциональность и эстетику. Визуализация смартфона Samsung Galaxy A53 5G демонстрирует его конструктивные особенности. Устройство предназначено для широкого круга пользователей. Оно позволяет фиксировать важные моменты повседневной жизни. С помощью интегрированной камеры можно создавать качественные автопортреты и групповые снимки, сохраняя воспоминания. Смартфон iPhone активно используется для коммуникационных задач. Пользователь осуществляет ввод текстовых сообщений через экранную клавиатуру. Интерфейс приложения обеспечивает мгновенный обмен информацией. Это подчеркивает роль устройства как основного средства связи в современном мире. Функционал iPhone включает мощные инструменты для обработки изображений. Пользователь регулирует параметры фотографии, применяя различные фильтры. Это позволяет корректировать экспозицию, контрастность и цветовой баланс. Программное обеспечение обеспечивает профессиональное редактирование снимков непосредственно на устройстве. Процесс редактирования продолжается с использованием специализированных инструментов. Применяются алгоритмы для улучшения детализации и резкости. Возможность точной настройки позволяет добиться желаемого визуального эффекта. Это расширяет творческие возможности пользователя в обработке контента.
Дальнейшие корректировки включают работу с отдельными областями изображения. Пользователь может выборочно изменять насыщенность или яркость. Применение масок и слоев обеспечивает неразрушающее редактирование. Это гарантирует сохранение исходного качества фотографии при любых манипуляциях. Завершающий этап обработки включает финализацию изображения. Пользователь применяет последние штрихи и эффекты. Окончательный результат сохраняется в высоком разрешении. Это позволяет публиковать оптимизированные снимки в социальных сетях или использовать их для печати.